наш номер, в котором мы жили уже 4 ночи, 5 дней. Открывается он ключом, никакой ручки тут нету. Соответственно, если номер захлопнулся, то захлопнулся. Тут у нас уже стояла изначально карточка, которая отвечает за свет. Вот это наш номер. Номер небольшой. Ванна, кровать, шкаф, стол, тумбочки. Собственно, вот и все, что в нем есть. Вот так вот он выглядел. Кондей, который работает только когда балконная дверь закрыта. Сейчас балконная дверь закрыта. Но почему этот номер мы взяли, сразу понятно уже, когда смотришь на балкон. Телевизор с плоским экраном, который мы ни разу не включали, поэтому я даже не могу сказать вам, если тут русские каналы какие-либо. Так, прихожая. Что у нас в этом шкафу? Тут достаточно вместительные полки. Сейф, который работал, несмотря на то, что это отель 2 звезды, работал сейф бесплатно. Электронный. Вот такой он выглядит. Инструкция написана на английском языке, все понятно. Небольшой холодильничек, совсем маленький. У нас еще тут кое-что осталось. Он, в принципе, работает громко, но мы его не слышали, потому что мы спали с открытым балконом. И достаточно вместительный шкаф с большим количеством вешалок, за что большое спасибо. Пускай эти вешалки все разнокалиберные, но отель все-таки 2 звезды. От 2 звезд трудно требовать однокалиберных вешалок, зато все повесилось и места на все хватило. Сейчас посмотрим, как выглядит прихожая. Вот так вот она выглядит. И сбоку дверь в ванну, в нее мы зайдем после балкона. Балкон. Пока балкон закрыт, кондей работает. Теперь мы балкон открываем, и кондей выключается. Вот такой балкончик. Очень удобный креслица. Мы тут провели пару вечеров, в том числе с виноградом. Виноград в сентябре в Греции хорош. Он прям лопается от того, что он спелый. Вот такой вид из номера. Это пляжик, мы на нем купались несколько раз вечером после поездок. И муж каждое утро ходил плавать. Очень удобно, когда выходишь из бассейна, хотел сказать, из отеля. Вышел, прошелся 10 метров, буквально 20, и у тебя пляж. А вот к нам сегодня приплывает такой вот гость. Ну, не к нам, а в Агеас Николаос. Это 3-й лайнер. Мы тут ужинали в одном кафе, где была русскоговорящая официантка. Она сказала, что лайнеров обычно приходит в неделю-2, ну, изредка 3. Мы тут 4 дня, за 4 дня, точнее 5 дней, 4 ночи, и за это время это 3-й лайнер. Представляете, какие мы счастливые ребята, как нам повезло. Потому что лайнер, конечно же, украшает этот город. Вечером на нем горят огонечки, и он очень красиво вечером отчаливает. Под окнами у нас кафешки, которые, как везде в Греции, расположены вдоль пляжей. Вот все, что вы видите, это все кафешки. И вот там вот уже начинается парковочка. Парковка бесплатная, и где-то там стоит наш маленький карапуз. Клоп, гном. Вот он красненький, прямо у меня на пальце. Мы уже, конечно же, гуляли и с одной стороны города, и с другой стороны города. Пляж этот находится как бы между 2 холмов. Вот этот холм один большой, что вы видите. Точнее, этот холм, условно, 1-й назовем его. За ним находится условный центр города с бухтой. И наш отель стоит у подножия 2-го холма. И за ним начинается 2-й холм, через который мы ходили в магазин Синька. Да, так он называется, Синька. За водой, виноградом. Шум от этих кафешек вечером нам не мешал. Все достаточно. Ну, примерно как и сейчас. Вот вы слышите шум тарелок, разговоры, вилки, ложки. Ничего такого криминального. Никаких песен, плясок. Поэтому мы спокойно спали с открытым окном. И вечером слышалось в основном море. Вот прям под нами вход в отель. И вот уже некоторые туристы отчаливают. Но мы еще нет. Вон поехали туристические автобусы. Это улица односторонняя. Интересно, к круизному лайнеру поехали эти автобусы. Вот смотрите, какой он огромный. Он такой же большой, как дома, которые тут стоят, если не больше. Такая прогулочная зона. Можно обогнуть этот холм по низу.
Там будет порт небольшой, где чинят старые корабли. Кстати, очень прикольные корабли. Выглядят они очень интересно, когда они на суше. Сейчас мы снимем ролик, пойдем гулять по городу, снимем отель обязательно с той стороны от нашей машины. Что могу сказать? Маленький номер компенсируется огромными удобствами. Во-первых, завтрак у нас проходил вот в этой штуке, где там сейчас сидят люди, тоже завтракают. Завтрак, конечно, однообразный. Ну, как однообразный? Каждый день одно и то же. Наверное, это называется однообразным. Но в целом, если вы и так завтракаете каждый день одним и тем же, вас это не должно напрягать. Есть и йогурты, и тосты с сыром, с колбасой. Есть вареные яйца, яичница, которая называется скрэмбл, по-моему. Это когда яйца перемешаны, то есть не отдельно желток и белок, а все вместе. Вот заходит корабль в порт. У нас его лайнер, точнее, круизный лайнер. У нас его из окон не очень видно, но когда были круизные два лайнера повыше, у них наверху горели так огонечки, были развешаны, и огонечки эти были вон там над домами. Это, конечно, очень прикольно. Горячая вода, кофе. Кто хочет, может заварить себе чай, фрукты, арбузы, груши, дыни. Бананы я даже видела, там кто-то ходил с бананами. Сок апельсиновый, к сожалению, не фреш, а какой-то разведенный, типа юпи. Невкусный. Мы взяли чуть попробовать и больше не стали пить. Кофе, терпимый. Муж сказал, что кофе не самый лучший, но вполне себе сойдет. Вот такой балкончик у нас. Можно сидеть, любоваться. Хотите днем, хотите вечером. Утром можно загорать, потому что солнце встает вот за теми горами, откуда пришел лайнер. Мы перед выездом пойдем на часик погуляем, потом придем сюда, заберем вещи, оставим их на ресепшн и пойдем еще погуляем по городу, потому что город Агиас Николаос сначала мне показался слишком простым, но потом я поняла, что он очень милый город. Эта сушка использовалась нами, как видите, для полотенец, для купальников. Это уже наши собранные вещи. Чемодан большой у нас стоял в шкафу, он тут не стоял, но, кстати, удобное место для чемодана, он особо не будет мешаться. Можно брать в шкаф. Итак, пойдем смотреть ванну. Кстати, у зеркала, да, про зеркало, есть подсветка. Где-то тут она включается. Лампочки тоже все работают, дают достаточно освещения. Но если его мало, то можно включить верхний свет, который вечером, несмотря на то, что сейчас он кажется не очень ярким, вот тут он горит, вечером он очень яркий. То есть он комнату освещает очень хорошо. И вот еще есть такой милый свет, который светит туда, где стоял у нас второй чемодан. А маленький чемодан вообще у нас получилось убрать в шкаф над холодильником на полку. Так что шкаф мега вместительный. Ванна. Значит, дверь можно открыть как в одну сторону, так и в другую. Удобнее всего, конечно же, ее открывать вовнутрь. Ванна небольшая. Душевая кабина, на одного, скажу честно, мы, несмотря на то, что не очень большие люди, но вдвоем нам не было мыться тесно. Душевая кабина не протекает. С горячей водой тут вечером напряженки бывают. Утром все хорошо, вечером вода может быть теплой, еле теплой и слегка-слегка горячей. Как вы видите, в этом отеле, несмотря на то, что это 2 звезды, есть и вешалка для полотенец нормальная, куда, в принципе, все умещается, все 4 полотенца. Единственное, чего нету, вот для меня лично, это полочки для мыла. Мыло пришлось держать тут, что не очень удобно. Еще нам предоставили такой наборчик. Тут одноразовая зубная щетка, гель для душа с шампунем. Ой, все упало. И крем для тела. В целом неплохой набор. Мы даже пользовались гелем для душа. Очень удобно. Я не люблю гель для душа, но почему-то в этом маленьком душе было удобнее мыться, чем мылом. Фен рабочий. Я им один раз подсушивала волосы. То, кому важно, фен тут у нас был рабочий. Вот такая совсем малепусечная ванна. Но, несмотря на это, свой функционал она выполняла прекрасно. Выглядит она, на мой взгляд, тоже ничего. У некоторых дома ванны хуже, знаете ли, чем тут в отеле. Вот такой вот у нас номер. Мы сначала заехали, когда думали, что он очень маленький, как-то нету чайников, ножей, вилок. А потом, честно говоря, так расслабила вот эта вся атмосфера, которая тут царит. Неспешная такая. Несмотря на то, что это не совсем, наверное, курортный город, но может быть и курортный.
Но, по крайней мере, он не так похож на Аретин, тут нет километровых пляжей. Туристов сильно меньше в городе, и это уже приятно. Вот этот пляж под окнами, то, что можно с утра пойти искупаться, вечером пойти искупаться, в любое время, потому что вы спустились там между кафешками, вот где просвет в крышах, там лесенка. Пожалуйста, ты вышел из отеля, 10 шагов, и ты на пляже. Лежаки тут не дешевые. Мы видели расценки. Лежак 5 евро, зонт 5 евро. То есть это 2 лежака, 1 зонт, это будет, наверное, 15 евро. Мы всегда вот там на камешках 2 раза лежали на полотенцах. И сегодня тоже так будем делать, как будем купаться. Море тут хорошее, чистое. Что мы были все 5 дней, видели его. Волн особо сильных нету. Скорее всего, за счет того, что это такая бухточка своеобразная. Поэтому, если вас интересует исключительно пляжный отдых, это отличный пляж в городе, потому что он чистый, потому что тут вокруг полно кафешек, ресторанчиков, можно жить прямо в отеле рядом с ним. И если вам совсем надоест, то всегда можно выйти погулять по городу, как минимум подняться на холм, спуститься с горы. Вот такой вот симпатичный отельчик. Нам он очень понравился, нам понравилось тут жить. Итак, снимаем видео, продолжаем нашего отеля. Ну, почти от нашей маленькой машинки. Она стоит чуть подальше, тут на набережной. Мы когда парковались тут на набережной, в один из дней обнаружили потрясающую вещь, что Wi-Fi из нашего отеля добивает сюда. И потом, когда тусишь на пляже, ты, в принципе, тоже можешь пользоваться Wi-Fi из отеля, он прекрасно там работает. Это, мне кажется, огромный плюс, потому что очень мало отелей, когда ты можешь пользоваться Wi-Fi на пляже. Я имею в виду городских отелей, конечно же, не сетевых, у которых собственный пляж, и наверняка Wi-Fi точки везде. Вон наш отельчик. Вот я прям на него показываю. Ссылочку мы дадим обязательно в описании на него. Мы жили на 3-м этаже. Наш балкончик получается второй с этого края. Я не знаю, это право-лево? Слева? Слева от меня. Вот так выглядит пляжик. Пляж, конечно, не отельный, а городской. Можно лежать как на лежаках, так и не на лежаках. Вы видите прям примеры. Некоторые даже со своими лежачками приходят. Вот так симпатичненько тут все. И вот там можно обогнуть холм, чтобы не подниматься на него, например, если вам надо на ту сторону. Но мне кажется, проще подняться и спуститься, чем огибать. Ну, каждому свое. Очень не хочется уезжать. Тут прям такой релакс получился у нас. Несмотря на все наши поездки в горы и в археологические, как это назвать, раскопки. В общем, тут в горах есть минойские города, которые можно посетить, заплатить немножко за вход, либо полазить по ущельям. Вот такой милый отельчик, всячески рекомендуем. Если вас устраивает отсутствие чайника, например, если вам не принципиальный чайник. Нам, как оказалось, не очень. Вот такой небольшой обзор номера и немножечко отеля. До новых встреч. Пока-пока.